Все, мы тут. Ура! Сколько Мы в прошло прямом времени. эфире, Да? да. Всем Всем привет. привет. Мы даже уже хором. Да. М. Сегодня очень важная тема у нас с Наташей. Очень важная, очень актуальная. И сегодня мы будем говорить на тему женщины, да, роль женщины, как быть женщиной, как реализовываться Мгм. женщиной. Вот, так что будет интересно, если у вас будут вопросы, то задавайте. Если вы смотрите в записи, то в комментариях мы на все ответим. И с чего мы начнем, Наташа? И я хотела еще добавить, что мы обязательно расскажем еще, я обязательно расскажу о том, с точки зрения матрицы души, матрицы судьбы, как именно раскрывается тема женщины, женственности, почему с проявлением себя как женщины могут быть сложности. Это тоже очень интересная тема. И когда я начала ее изучать, было уже давно, мне очень многое стало понятно, да, поэтому вот я с вами с удовольствием поделюсь этими осознаниями, инсайтами, да, какими-то и рекомендациями, как можно эту тему проработать, да, с точки зрения, не только про психологию поговорим, хотя это все об одном на самом деле, Да. очень все связано, психология, матрица души, это все про жизнь, то, как мы проявляемся, да, вот. Тая, расскажи, что ты знаешь на эту тему? Женщина, да. Во-первых, да, с чего я хочу начать? У нас так сложилось годами, наверное, что роль женщины, она примерно в чем состоит? В том, что женщина, она пока молода, свежа, красива и востребована, она имеет какую-то свою ценность, она может выбирать там между какими-то ухажерами и так далее. Но как только у нее появляется семья, дети, я скакиваю из кадра. Да, давай. Как только появляется там муж, дети, работа, она вообще забивает о себе. Типа из серии, все лето-то закончилось, стрекоза, хватит плясать. Побыла женщина. Да, ты все пела это дело. Так поди же попляши. То есть все, а теперь давай, пожалуйста, забывай о том, что ты вообще какая-то женщина. И поэтому в голове у людей есть какой-то диссонанс между тем, я уже мама, какая мне тут женщина, то есть хвостом вертеть, это либо представление о женщине как о какой-то девушке вот с такими завлекающими манерами, да, что типа я привлекательная, я там еще какая-то, либо это, вообще как-то, да, даже в голову не приходит подумать, что вот если ты, там, не знаю, хорошая какая-нибудь домохозяйка, жена и мать детей, вот, то тебе еще нужно быть какой-то женщиной, типа у тебя и так все есть, вот и радуйся. Вот, как будто век женщины настолько короткий, вот, и женщина, вот о чем, да, к чему я веду, это приобретает даже какой-то налет, вот это слово, да, в очереди, как будто ты стоишь там за селедкой, тебе говорят: женщина, отойдите, пожалуйста, там, вот это, вот это женщина, это как-то ругательно, это как будто что-то такое, что ты уже вот женщина, вот это. Напишите, какие у вас есть ассоциации со словом «женщина». И очень интересно прям половить свои чувства, когда мы говорим «женщина», когда мы себя называем «я женщина». Вот скажите это вслух и почувствуйте, поотлавливайте, какие мысли приходят, какие чувства поднимаются, потому что, например, я поймала себя на мысли, да, что это слово, оно какое-то, мне не хочется так себя называть, потому что есть определенные ассоциации, да, как ты, Тая, рассказала, что женщина — это вот что-то уже какое-то даже, что-то такое старое, уже вышедшее в тираж. Да, абсолютно не свежее, не сексуальное, вот какое-то даже вообще бесполое. Пожухлое, да, какое-то, вот уже пожевали, женщину вот это выплюнули. Откуда что это, да. Хрень в наших головах? Да, и мы это отловили, да, и почему у нас такая идея возникла об эфире, что женщина — это же прекрасно, это расцвет, это какое-то вот самосознание, да, женское, что вот я женщина, я не девочка, я не девушка, я не бабушка, я женщина. Это даже не сколько про возраст, сколько про состояние, да, внутреннее. Да. А давайте мы сегодня с вами соберем вот это состояние новое. Как может себя женщина чувствовать? Это будет огонь.
точно. Например, Это я идеально. очень хочу для себя, да, вот как-то загрузить в себя новое это состояние, что в него может входить, Да, чтобы мы могли вот, ну, как-то возвращаться в него, да, и вообще новое что-то для себя открыть. это супер. М? Давай вот как раз в этот вектор и Давай. сегодня нырнем, заплывем. Да, вот что для тебя, Наташа, быть женщиной? Вот что ты хочешь первое туда загрузить? Что я хочу туда загрузить, да, что я хочу наполняться этим состоянием, не стесняться его, да, что женщина — это про разные состояния. Мгм. Это и про силу, это и про расслабленность. То есть где-то мы можем проявляться как сильные женщины, 100%. где-то мы можем проявляться как живые эмоциональные женщины, где-то мы проявляемся как сексуальные женщины. И вообще вот эта женщина, это как будто бы соединение, да, вот с этим архетипом женщины, какой-то природы, вот этой и матери, и вот куда-то туда у меня мысль понеслась. Здорово. Вот я абсолютно, Наташа, с Ага. тобой согласна, что это и про силу, и про расслабленность. Вот есть же, да, такое, как мне кажется, может быть, у вас другой взгляд на это, но как будто бы все равно понимание, ну ты же женщина, ты же девочка, да, откуда это берется, что мы должны быть слабые, да, вот это вот. И это бывает триггером. Вот у меня многие клиентки говорят, я не хочу быть слабой, я там, наоборот, чураюсь этого в себе, я всячески стараюсь быть сильной, там, да, выдерживать. И вот здесь, мне кажется, это какое-то искажение внутреннее мышления о том, что там быть слабой это хорошо, но это небезопасно, да, нам нужно врубать эту силу, вот. Но про слабость можно говорить, я считаю, да, вот слабость, это не то, что я такая, я беспомощная, я Да, лапки вот сложила. не про беспомощность точно Да, история. это вообще не об этом. Так, а о чем? Это про доверие миру, там, близким, с которыми ты живешь, при том, что ты отдаешь себе отчет, что ты не доверяешь настолько, как это называется, недоверчивость у тебя включается, что ты прямо вот все вот отдала, всю ответственность себя скинула, и говорит, давайте там живите как-нибудь так, чтобы мне было хорошо, за меня там еще что-то поделайте, вот, а именно я отвечаю при этом за себя, но в то же время я доверяю и вижу, что другие люди, мир в целом желают мне добра. Вот. Нет такого, что нужно держать там руку на пульсе, не дай бог, я там отпущу вожжи и все полетит. Вот. То есть какая-то расслабленность, умение доверять, при этом нести ответственность за себя, за свое состояние эмоциональное, там, за те события, которые в жизни происходят и так далее. То есть вот какой-то этот симбиоз, мне кажется, вот это состояние, оно очень передает, вот женское именно. Да, классно, Тая, спасибо тебе. Мне очень нравится, да, куда наша мысль нас ведет. И вот этот вектор именно, потому что часто действительно бывает, что из историй, например, из детства или каких-то в роду, да, женщина не может позволить отпустить контроль, не может расслабиться, да, сколько у нас было в нашей истории ситуаций, когда избы горят, кони бегут, и ты как бы, ну, не можешь расслабиться, да, Конечно. И очень многие женщины из-за этого, из-за вот такой и родовой памяти, и в силу своего характера, они не могут расслабиться, они не могут отпустить этот контроль, да, и вот какая может быть рекомендация таким женщинам? Ну, первое, осознать, что вообще в каком я сейчас состоянии нахожусь. То есть начать отлавливать то, что я сейчас чувствую, то, в чем я вообще живу большую часть времени. И просто на уровне осознания хотя бы допустить мысль, что если я остановлюсь, замедлюсь, уделю какое-то время себе, сделаю то, что я хочу, наполнюсь как-то, да, какими-то другими эмоциями, приятными лично мне, то, ну, мир не рухнет, ну, то есть ничего страшного не случится, то есть, ну, а если случится, ну, как бы вот всю жизнь вот так вот держать это, ну, тоже как бы не вариант, все равно оно куда-то ускользнет, если вот такое напряжение прорвется, потому что если у вас такое напряжение, то будет ответное напряжение. Да, вот смотри, если нам нужно все время что-то контролировать, то какие ситуации у нас в жизни начинают происходить?
ровно те, которые требуют еще большего контроля. Да, либо когда мы все время теряем контроль. Да. И... Ну, вот именно, да, что я вроде так контролирую, а они, ну, совсем выходят из-под него, из-под этого моего контроля, мне нужно его еще усиливать, и там просто вообще уже вилы. Реально, невозможно уже будет. Классно, очень интересная вот эта вот тема, да, и часто очень я вижу, когда ко мне приходят, да, девушки, женщины на консультации по матрице, что мы там видим? Очень часто за вот этот контроль, да, за силу женскую, за часто неумение отпустить, да, контроль, довериться как-то, за нее очень часто отвечает вот очень мужская такая энергия, 7, 4, и вот особенно если они находятся в кармическом хвостике, да, поэтому бывает очень часто сложно вот все эти женские штучки, даже какую-то женственность проявлять, женское поведение какое-то, где-то быть более мягкой, где-то быть чуть более, ну, то есть умеренность какая-то, да, вот в этом женская мудрость, женском поведении какое-то, да, я сейчас не говорю там никакие юбки в пол и так далее, там служение, вот, но и такие ситуации, они с детства могут проявляться, да, и, например, если в кармическом хвостике стоит 4-я энергия, да, мы понимаем, что очень-очень вероятно в прошлой жизни вот этот человек, эта женщина, она была мужчиной или в нескольких прошлых воплощениях, да, и поэтому в этот раз ей может быть очень сложно проявлять как женщина, то есть ухаживать за собой, да, например, работать так, чтобы, ну, не упахиваться как лошадь, да, она может проявлять какое-то чрезмерное давление и контроль, контролировать близких, тиранить там, ну, в буквальном смысле, да, и вот часто 3, да, то, что отвечает за женственность, это может стоять вообще в предназначении, то есть важно раскрыть эту же какую-то женственность, да, свои вот эти проявления, научиться, как это быть женщиной, вот. И очень часто говорят, ну вот что значит научиться быть женщиной? Если ты родилась женщиной, значит все, это как бы по факту ты уже женщина. Да, все настройки. Да, все настройки уже есть, но вот изучая глубоко матрицу, я поняла, что как бы просто вот этой фразой не отделаться, потому что это глубинные установки наши. Это опыт души, когда ты была мужиком, и ты знаешь, как это нести там какую-то гиперответственность, как это работать много, чтобы содержать семью, ну, допустим, да, а в этот раз тебе, может быть, понадобится вообще другие качества наработать, и ты вот, и эта задача, она может вообще в течение всей жизни реализовываться, вот, поэтому может быть сложно и в доверии идти к мужчине, и проявлять там где-то чуть слабее казаться мужчиной. Для многих женщин это, ну, вообще, это что-то за гранью, да, чтобы как это, уступить мужчине, да нет, я докажу тебе, что я тоже могу, или что-то такое, да, ухаживать за собой, что-то, вот. И для себя я нашла вот такие объяснения, что это дает понимание, да, дает объем как бы вот этой всей ситуации, почему так может происходить. И очень часто, какой бонус от этого, такие девушки, женщины, да, у них очень хорошее понимание с мужчинами, у них много друзей мужчин, они понимают, как с ними общаться, да, у них они хорошо идут с ними на контакт, вот. И если, допустим, стоит 3 в предназначении, да, то в течение жизни ваша задача научиться взаимодействовать с женщинами, раскрыть в себе вот эти какие-то качества женские, да, и, ну, как бы на это дана целая жизнь, поэтому мы все всегда успеем в нужный момент. Да, времени достаточно. Вот ты когда, Наташа, говорила про то, что когда вот включается конкуренция с мужчиной, да? А как вообще понять? Кстати, это тоже можно диагностично сейчас такая, да, минутка диагностики. Представьте себя и своего партнера. Вот закрыть глаза и просто представить в каком-то нейтральном пространстве себя и партнера. И почувствуйте, где он стоит, где он оказался. То есть он может стоять, там, не знаю, справа, слева, сзади, перед вами. То есть как первое пришло, да, вот это вот восприятие этой картинки. Это важно, потому что если такое часто бывает, мужчина перед вами лицом к лицу, это признак того, что вы психологически находитесь с ним в борьбе, в конкуренции. Вам нужно как-то вот перетягивать канат, вам нужно быть вот в какой-то конкуренции. И
это не просто такая вот залихватская какая-то черта женщин, да, что типа показать, что мы тоже типа что-то стоим. Нет, там всегда травматика. Вот абсолютно. Есть какая-то история, которая, как Наташа говорила про кармический хвостик, да, там что-то тянется из личного опыта, из предыдущих жизней, воплощений там души человека. А что-то, да, это 100% было уже в жизни самой женщины. Там что-то подтверждающее вот эти, собственно, вот этот опыт, да. И какая-то установка о том, что с мужчиной небезопасно, что нельзя расслабиться, нельзя быть слабже, нужно быть сильнее, нужно быть начеку, нужно, в общем, включенный быть такой достаточно. Вот, потому что если я расслаблюсь, если я какую-то слабину допущу, все, какая-то будет небезопасная для меня история. Вот, поэтому такие женщины сильные, да, которые говорят, вот вы наверняка слышали, да, что женщины, там, какие-нибудь очень успешные, там, медийные личности, они говорят, что ну а что я поделаю, если нет мужчин сильных, да, вот, бывает они медийные, да, просто, типа, ну мужик-то слабый пошел, все, вот, это мы женщины, нам, ну как бы, мы вот такие уже самодостаточные, а рядом все не пойми чего, вот, но это, вы понимаете, да, это субъективный опыт данной женщины, она не видит вообще в своем окружении сильных мужчин. Она их сразу же отодвигает в тень. Вот, она выделяет только тех, рядом с которыми ей безопасно. А ей безопасно со слабыми. То есть с теми, кто будет играть с ней вот в эти игры, быть бетой, так скажем. Она альфа, а он будет бета. Вот, поэтому смотрите, это всегда какие-то истории травматические. Например, условно, да, пример живой. Там в семье, где родилась девочка, там папа, например, бил маму. И вот она программа, пожалуйста, что если я выйду замуж, я войду в отношения с таким мужчиной сильным, да, агрессивным, очень таким маскулинным, ну, такие прямо, ну, агрессия, маскулинность, это такие вот близкие понятия, вот, то я тоже буду получать. Поэтому я буду выбирать кого? Тех, кто явно мне не даст сдачи. Либо я буду настолько сильная, что только попробуй замахнись. Вот. Соответственно, это не мужик слабый пошел, а это тебе для чего-то нужны вот эти вот безопасные мужички. Вот. И, конечно, такое бывает от установки, что мне нужно... Ну, я не уважаю мужчин изначально. И это тоже может быть, потому что там, не знаю, мама презирала папу, к примеру, мама считала, что он там какой-то неудачник, или вот он пьет, например, и тогда он вообще ничтожество. И девочка растет, глядит уже и на папу, и на других мужчин глазами мамы. Она выбирает, соответственно, и видит опять-таки вот таких же мужчин, ничтожеств. И задача тогда у этой девочки, да, если мы уже там затронули кармические вот эти все истории, будет рассоздать эту историю, разделиться с историей мамы, да, потому что это мамины отношения с мужчиной. Это никак не влияет на отношения девочки с другими мужчинами. Вот. Это надо разделить, понять, что мама женщина, папа мужчина, у них там они могли делать все что угодно, это абсолютно вообще их дело. Вот. А у нее есть папа, да, и можно почувствовать от любого папы все то ценное, что передает каждый отец. Это там защищенность, ценность, ну, вообще ощущение, что я маленькая девочка, у меня есть большой, сильный папа. Рядом с девочкой любой папа будет большим и сильным, и вот это чувство важно внутри себя ощутить, забрать его себе. Вот. И начать смотреть на мужчин и замечать просто вот свой фильтр, настроить таким образом, чтобы видеть в мужчинах то сильное, то мужественное, и, соответственно, начать их больше уважать и разрешить себе расслабляться рядом с ними, потому что это крайне важно и для гармоничного союза, и в целом для вашей внутренней удовлетворенности. И, Тая, спасибо тебе. Это было очень прям вот как ты, твой талант очень большой. Это магия слова, как мы с тобой узнали в твоей матрице. Да. Доносить, раскрывать смыслы, очень важные, нужные вещи, да, вот простым языком, доступным, понятным это транслировать. Поэтому спасибо. Мне то, как ты реализуешь свой талант, это потрясающе. Вот. А я хотела еще добавить, что если мы говорим, да, про вот эту историю с 4-й энергией в матрице души, с 7-й энергией, то есть если у вас 4-ка, 7-ка на крупных позициях, да,
то это значит, что это очень такие, очень активные, очень лидерские, сильные, мощные мужские энергии. И здорово их раскрывать в себе, признавать их в себе, да, что вы пришли, ну, не девочкой-цветочком, да, а девочкой с яйками, и это нормально, и это прекрасно, и это прекрасно, да. это ваша суть, это ваша природа, не нужно от нее открещиваться в моду вот всем там тенденциям на женственность, да, Да. служение, ведические женщины и так далее. Это вообще абсолютно не для всех история. Но если есть показатели, да, что нужно наработать какие-то, раскрыть в себе, да, вот этот, чему-то новому научиться, чему-то женственному, женскому, да, то здорово прямо просто намерение такое себе поставить, да, и в эту сторону идти. И обязательно все события будут складываться так, что вы раскроете это в себе, эти качества. Вот. И один из главных моментов по 4-й, 7-й энергии, если, например, вы родились 4 числа, или в апреле, или 7 числа, или в июле, да, или если у вас в центре матрицы 4 или 7, или в кармическом хвостике, то на вас это прям супер влияет. Эта история прям о вас. Вот сейчас, да, можете прям написать в наш чатик сюда, о ком это, кому откликается, да, у кого есть. Ну, можете прям свои даты проанализировать. И что важно по этим энергиям, да, мы уже сказали про принятие своих сильных качеств, своей сильной энергии и проявлять их, например, в своем каком-то деле, в своем направлении, в своей реализации, да, то есть вот по 4, да, реализовывать контроль там, где для вас это будет комфортно и безопасно, да, например, кто-то выбирает себе быть руководителем, занимать руководящие позиции, вы прекрасно реализуете эту вашу сильную сторону, при этом в семье отношения это не затрагивает, да, то есть вот разделить эти супер, моменты, да, и да. это будет охренительно крутая проработка вот этих энергий. Прям раскрываю вам сейчас один из секретиков этих энергий, да, направлять их в вашу реализацию, направлять их в ваше дело, например, даже в общем, там, где вы можете, вот, ну, не в личные отношения. И тогда отношения очень сильно улучшатся. Вот. То есть 7, да, если мы про достижения, вот у достигаторов очень много этих энергий, то прям сразу возьмите себе на заметку. Соперничать, можно в каких-то конкурсах, соревнованиях на вашей работе участвовать, собирать себе команду, создавать вот какое-то общество. При этом напряжение из отношений, оно уйдет. Да. Вы не будете соревноваться со своим партнером, со своими друзьями, там, с какими-то людьми, потому что будете реализовывать ваш... Это часто очень бывает, когда в центре матрицы, в характере это. То есть, это вот природа, от нее никуда не уйдешь. Но важно знать, куда можно направить эту силу, да? Матрица в этом очень подсказывает. Это очень важно, то, что ты говоришь, вообще понимание, что мне не нужно себя вот так вот топором рубить, ломать, переделывать. Вообще не нужно. Просто нужно распределить эту энергию, да, то есть у меня есть мужская энергия, это супер, это энергия создания чего-то, да, нового, из ничего, достижения чего-то, это классная очень сила, от нее не надо отказываться, просто нужно ее не дома, да, вот как ты сказала, реализовывать, борясь с мужем, да, выясняя, у кого тут яйца тяжелее, больше, внушительнее, громче звенят. Да. Вот. А просто найдя какую-то свою деятельность, где вы сможете во всей красе себя показать. Вот. Потому что дома все-таки это не место для каких-то достижений, это просто для удовольствия, для близости, для радости. Вот, люди сходятся. Так что, это очень правильно. Еще вот такой момент. Скажи, Тая, а что нам бывает, вот кроме этого, что еще мешает, например, нашу сексуальность проявлять? Да, вот это же тоже как часть женственности. Да. Ой, ну тут очень часто связано с, опять-таки, детскими историями. Бывает, вот у меня в терапиях сколько угодно раз, ребенок, там, девочка, мы говорим, поскольку про женщин, будем брать только клиенток, заходит в комнату или спит ночью, однушка, и она слышит секс родителей или видит его. И у нее, ей непонятно, ей страшно, что там, кто кого обижает, что происходит. То есть она вот в
такой изоляции находится, то есть ей не с кем это и обсудить, вот, и у нее могут сразу родиться установки, что папа обижает маму, там, или что-то происходит такое, вот, а если это еще какая-то громкая история, то там точно какое-то насилие происходит, вот, и, ну, ребенок, он просто считывает это по каким-то своим критериям, да, там, сильное, там, испуг, какие-то вот эти вот чувства, и они сохраняются в теле, и потом в дальнейшем, когда дело касается какого-то секса, внутри включается вот этот комплекс чувств. Вот так бывает, что, например, да, женщина все в порядке с сексуальностью, она проявляет, но потом она выходит замуж, рожает детей, и ее просто как выключает. Она вообще не хочет мужа, она вообще в принципе не хочет никого и никогда. У нее есть ощущение, что ну а зачем? Ну типа мне это уже не надо. Ну это, конечно, сюда же там утомление, усталость и так далее, но это очень частая история, как раз-таки, что когда я родила, чтобы мои дети также не травмировались, чтобы они нас никогда не застали нигде с мужем, я отключаю в себе это. То есть я так забочусь о своих детях. Да, и то есть мама выходит на арену, женщина вообще там где-то под ареной, просто вот в таком в скомканном состоянии остается. Вот. То есть нельзя как будто. То есть если я мама, я уже не про секс вообще. Вот. Это установка. И как нам собрать вот эти все наши части, да? Где и женщина, где я и мама, и жена, и просто человек, да? Вот это... Это задача. Это задача, да. Да. Но есть еще более травматичный опыт, когда, например, не дай бог, насилие, а когда инцестуозные какие-то вот эти истории. То есть там вообще там такой микс, коктейль вот этих неприятных чувств, травматичных, внутренних, вот этих непрожитых, что, конечно, небезопасно быть сексуальной, небезопасно быть притягательной, обращать на себя внимание, как на женщину. Потому что даже бывает, что... Ну, я не буду в психосоматику долго уходить, да, какие-то вот особенности, там, нюансов много. Но даже бывает история, когда ребенок у мамы в животе, да, мама беременна, и у мамы случается какой-то нежелательный секс, да, то есть она не хочет его, а муж настаивает. И вот у них это случается. И даже вот внутриутробная вот такая история о том, что я не хочу, мне не нравится, то есть это как насилие такое. У ребенка может закладываться. Запоминают. Да. И такие детки, кстати, бывает, помогают маме. То есть они уловили, что это было про насилие для мамы, это было не то, что она хотела. И в дальнейшем они будут плохо спать, они будут приходить к родителям ложиться или вообще сделают все возможное, чтобы мама спала с ребенком, а папа был отдельно, чтобы маме было безопасно, чтобы мама была в спокойствии, в здравии, и все было хорошо, потому что ребенок, он для многих знаю вообще очень знакомая история. Да. Ну и, конечно, у женщин это действительно какое-то нежелание близости. Бывает просто обида на мужа, и я вообще настолько задвинула себя как женщину, мне настолько вообще не хочется проявляться рядом с ним как женщина, вот, хотя женщина не для мужчины, она в целом просто, да, мы сейчас говорим про, ну, не про приложение, да, к мужчине и так далее, а просто говорим про состояние. Но у женщин часто такая сцепка, что если я на него обиделась, и он не заслуживает того, чтобы я тут как-то его какими-то, да, своими флюидами осыпала с утра до ночи, я просто вообще выключаюсь полностью, я хожу там какой-нибудь хвостик, там все закрытое, и как бы и подальше держись от меня, пожалуйста. Вот, так что тут то есть, такие чтобы впустить сексуальность в чатик, важно, ну, если с мужем, да, например, важно вот эти все обиды прорабатывать. Да, вот весь тот негатив, который есть в отношениях, на 100%. Его выгружать. Да. Супер. Еще такой момент вот на тему сексуальности. Не зря я спросила, потому что в матрице тоже есть на эту тему, да, вот все, что связано с темой женственности и сексуальности. Либо истории в роду, и там мы смотрим карму рода, там есть такие показатели. Очень часто это и сочетание 18 энергии, и 11, то есть то, что связано с женственностью, сексуальностью и силой, то есть какое-то, возможно, насилие. И вот это вот фоном тянется, да. У меня была
девушка на консультации, да, там кармический хвостик 18, 9, 9. И 18, все, что... У меня у самой 18 есть. И все, что связано с женственностью, с сексуальностью, да, с взаимоотношениями с партнером, с проявлением себя как с женщиной. Почему могут быть с этим сложности? Потому что это какой-то наш накопленный предыдущий опыт, и он вот так влияет. И как бы через осознание, через понимание этого мы можем увидеть, да, а почему вот так, а почему там, ну, никак не получается, да, проявиться, и пойти уже там, ну, можно в терапию, да, можно в регресс посмотреть, что там было, Да. что там так влияет. Потому что эти ситуации, они вот, как я сказала, они прям с детства. Да, И они вот- будут повторяться, Да. пока вы их не разрешите. И очень часто мы приходим вот в наш род не просто так, с нашими кармическими задачами. Они часто не то, чтобы повторяют, да, это не то, что там мы приходим решать задачи рода, но часто они просто совпадают. Мы Да. выбираем себе таких родителей, да, с которыми мы можем либо научиться по-другому делать, либо там как-то через то, что мы видим, как это проявляется, да, вот там вот эти вот кармические какие-то моменты и ситуации, которые у нас прописаны, мы можем увидеть, что как бы я в своей жизни так не хочу повторять, да, и вот от обратного пойти, да, и вот таким образом они будут прорабатываться. То есть все вот настолько взаимосвязано, что иногда можно очень-очень идти глубоко, именно вот увидеть родовые Да, это, кстати, все очень эти истории. интересно. Это очень интересно. И то, когда мы вот это вот интерпретируем, раскрываем, да, очень много приходит инсайтов, осознаний на тему, что вот да, и как мы знаем, Тая, да, иногда бывает одного хорошего инсайта достаточно, чтобы рассоздать ситуация как-то целую вообще программу, да. поменялась. Вообще, очень такое бывает. Поэтому классно понимать и знать, да, а что, почему у меня вот это происходит, да, и как бы матрица круто в этом подсказывает, да, как дополнительный инструмент, вот. Да. Поэтому, да, здорово себя изучать со всех сторон. Да, это интересно, и главное, что у этого всегда есть позитивный потом побочный эффект в жизни. Да, то есть мы хотя бы понимаем, а какая у меня задача, а что мне, то есть вот это какие-то сложности, да, эти кармические задачи, которые у нас могут с детства повторяться, какие-то повторяющиеся ситуации, и мы вот проходим по этому кругу из раза в раз, и увидеть вот эту причину, да, и понять, что она, а что именно сделать, чтобы выйти из этого. Вот в этом очень помогает матрица души. Да, да. Вот. Подписываюсь. Действительно так. Вообще сейчас, слава богу, есть столько, да, источников, которые можно использовать и владеть такими объемными знаниями о себе, о своих близких, да, ну, например, там, о детках, о своих, чтобы лучше их понимать, что, ну, здорово ими пользоваться. Я прям очень рада, что я сейчас вот близко общаюсь с Наташей и могу такие важные знания просто понять и действительно что-то в эту сторону начать делать. Вот, да, что-то усиливать. Спасибо. И я тоже рада находиться рядом с тобой, потому что иногда, когда мне приходят какие-то там очередные осознания сайта, вот через матрицу, да, я очень люблю этим делиться, рассказывать. И мы как-то взаимно вот, друг друга... это всегда. Да. Что я хотела сказать? Ну, ты все сказала. Да. Очень я согласна, да. Это действительно здорово. Мы как так обогащаем, взаимообогащаемся. Это очень всегда. классно. Когда, да, разговор, он не просто о погоде, о природе, а когда это каждый раз какие-то там до мурашек, осознания, какие-то новые знания просто. Наташа нам пишет. Спасибо, Наташа. Спасибо, Наташа. Да, вот напишите, кто нас сейчас смотрит. Какие у вас есть, может быть, вопросы, осознания на эту тему, про женщину, про женственность? Комфортно ли вам называть себя женщиной, считать себя женщиной? Или есть какие-то такие моменты? Вот интересно поисследовать эту тему. Может быть, есть какие-то вопросы? Потому что мы так, ну, в общем-то, основные моменты сказали, да, на данный момент. Но есть, наверное, еще о чем поговорить. Мне вообще понравилась вот эта мысль наша с тобой, да, что чтобы не было каких-то перекосов, да, важно нам соединять вот эти все наши части. Да.
И вообще вот эта идея, да, модели женщины, какая она должна быть, Да, это вообще в топку. Вот это вот, знаете, что он там, как мне в детстве, идеальность. ну это они по приколу больше так у меня бабушка с мамой говорили. Ну так, но вот эта фраза, я там загагачу, засмеюсь. Да, и девочка должна смеяться как Ага. колокольчик. Но они сами угорали, когда это говорили. Ну, типа, им весело просто было. Но вот это вот, да, ну, если кому-то говорят, да, что да, там, смейся, как там горный ручей, да, там, Да. вот девочки не должны, вот это вот всё, девочки не должны, женщина должна, там, мне можно, мне нельзя, мне только так, мне только это. Вот это все гоните в шею. Узнавайте себя, Подписываюсь вообще на да, 100%. и Потому просто что кайфуйте от себя. у Вот нас она часто женщина. какие-то ложные ориентиры, ложные представления, и Да, мы идем от каких-то социальных установок, от каких-то правил, которые как бы, а судьи кто это придумал, кто это да, нам тут написал список, да, чему мы должны да, соответствовать. Да пошли все в жопу. Как вообще, я себя... Я, например, обожаю ругаться матом, и я это делаю прям с удовольствием. да, И когда я опять, да, там, мою матрицу изучила, и я поняла, что если я это в себе блокирую, то и стремлюсь к какой-то идеальности и так далее, то я просто блокирую мою 15-ю энергию, которая есть в моем кармическом хвостике. А она именно вот за такие проявления отвечает. За то, чтобы, принять свою неидеальность, принять неидеальность этого мира и проявляться, быть живым человеком, позволять себе удовольствие, которое неприличное. У каждого это о своем. вот, Кому-то выпить бокал вина или бутылку, кому-то пойти тусануть в бар, кому-то ругаться матом, кому-то играть в компьютерные игры, кому-то там что-то еще. У каждого свои удовольствия. И вот я считаю, женщина каждая, она должна да, найти свои удовольствия. это единственное, Есть у возможно, нее что там она должна. 15-я энергия, нет у нее 15-й энергии, но она должна найти свои удовольствия и Да, понять, а что ей доставляет удовольствие, а что ей доставляет наслаждение. И, кстати, это интересная тема для нашего следующего эфира, поговорить про про удовольствие, удовольствие, про согласна. наслаждение, Да, потому да, что и я даже могу именно дать подсказки по вашим личным матрицам, потому что это удовольствие и наслаждение, да, особенно для женщины, это потрясающе важно. Это вот наш абсолютно. второй энергетический центр, вторая наша чакра, которая отвечает за деньги, отношения, за наслаждение жизнью. И почувствуйте, как потрясающим образом это связано. Вообще, Наслаждение жизнью, деньги, отношения, удовольствие. И те арканы, те энергии, которые стоят на этом центре, да, вот в этой области матрицы, они вам могут подсказать, а какие именно у вас способы есть получения удовольствия от жизни, наслаждения, как именно вы можете наслаждаться. Но это, если совсем, да, кто-то не в контакте с собой, то это может быть подсказка, в каком направлении мне посмотреть. Потому что по привычке мы можем кормить себя тортиками, думая, что это нам доставляет удовольствие. А у вас может быть спорт, а у вас может быть там пробежка, прогулка, там что угодно. А может быть новые знания какие-то, новое обучение. А вы продолжаете кормить себя тортиками, не получая от этого удовольствия, да? Но не зная, например, других способов. И интересно, вот мне очень интересно эту тему поисследовать. и мне тоже. Она супер актуальна, потому что просто там заботься о себе, просто там наслаждайся, да. И у всех какие-то очень шаблонные картинки, которые да. для каждого конкретного человека нифига не вдохновляющие могут быть. Для кого-то, да, но для кого-то, например, там, не знаю, ну что там говорят, да, как наслаждаться, там, сделай маску для лица, прими ванну. У кого-то это супер Да. работает, а кому-то это вообще просто напряг. Кому-то вообще не надо. Да, и он такой, блин, еще маску делать, Вот, и он такой прям недовольствие. Понимая свои способы, да, ну вот насколько можно доставить себе больше удовольствия, Вот. когда мы не идем от шаблонов, Да. правил, установок, от того, как принято, от того, как в Инстаграме показывают, а чувствуем себя и раскрываем знания о себе. Вот я теперь фанат именно такого подхода. Вот и я. Это абсолютно такой гармоничный, здоровый. Я рада, что мы в этом сошлись. Да. Так, Наташа. Наташ, спасибо тебе за твои вопросы. О. Давайте посмотрим. Очень стеснялась женственности всегда. Вот. Совершенно может быть история про кармический хвостик 18-9-9, когда у нас есть установки, запреты какие-то социальные, да, либо память
наших предыдущих опытов, да, когда за женственность, за проявление женственности, красоты нам что-то было. А сколько таких историй, ну, в прошлые времена было. Вот. И Да. абсолютно так это и может проявляться уже в этот раз. Это с точки зрения, если мы смотрим «Матрицу». Мгм. Ну, с точки зрения психологии, в то, что я сегодня уже рассказывала, тут можно смотреть, да, Мгм. вообще и в семью, и в прошлое, и в разные истории. Жена должна готовить мужу, чтобы он всегда был сыт, а то уйдет. Когда мне мама с бабушкой это говорили, у меня был протест. Мгм. Ну вот, самое главное, что сейчас ты осознаешь, да, и понимаешь, где ты вот на этой системе Да. координат. И важно быть не в оппозиции, что типа вот не буду, как они там, да, вот они там неправы были, да, а просто принять, что да, для них это была их правда. Можно согласиться с их опытом, что действительно вот в их той модели семьи, в их то время, это действительно, Да. скорее всего, имело место, и Да. это можно уважать, принимать. А я поэтому, да, я разрешаю, условно говоря, любому опыту, который у вас работал, быть, присутствовать, там, быть важным, а себе я также разрешаю выбирать то, что близко мне. Классно. Вот. Разрешаю. Разрешаю. Не борюсь, что вот вы были неправы, а я права, а вы там меня лишили, не ту установку посадили, а просто свобода, вы взрослая, да, ты взрослая, Наташа, вот, и почему бы просто вот из такой взрослой позиции не посмотреть, сказать, да, я вот выбираю по-другому. Вот. И это не хорошо, Да. не плохо, просто мне подходит так больше. Не кормить и не бояться при этом, что он уйдет к другой женщине. Да. Да, классно. Спасибо, Тая. Наташа, спасибо тебе за вопрос. Да, за твою активность. Все должно быть чисто, и я это выполняла, и убивалась в край, а сейчас я делаю то, что я хочу, и выросли крылья. Вот. Видишь, какая ты красотка. Как ты потрясающе Да. отошла от этих установок, которые были не твои. Да. Потому что нам важно выбирать себя. Да, чему-то ты нас учишь. Выбирать себя. Я важнее. Я в Телеграме, да, каждый день записываю вот эти аудиоподкасты, и у меня там прям в каждом практически что-то об этом, про контакт с телом, Да. про вот это вот я выбираю себя, что я важнее, чем вообще все в этом мире для себя. Вот. Не так, что я важнее, чем ты, прыщ, да, там, ну, своему там сыну сказать, там, или мужу. Вот. Нет, я не важнее кого-то из вас, я для себя самое важное. Это разные вещи. Это не про то, что плюнуть в кого-то, а про то, что просто отдать приоритет себе, позаботиться о себе и реализовать то, зачем вы сюда пришли. Да. Вот. Уж явно мы не за кастрюльками Абсолютно. пришли, да, чтобы надраивать и кого-то удерживать рядом. Ты прямо вот мои мысли читаешь, потому что часто делают женщины, да, особенно когда мы думаем, что вот эти установки, когда в нашей голове, да, что женщина должна готовить, убирать, стирать и все домашнее хозяйство. При этом как бы нам за это не платят деньги, да, хотя это работа, и она занимает огромное время. И что мы делаем? Многие, да, вместо того, чтобы идти за своим откликом, за тем, что мы хотим раскрывать свои таланты, способности, наши сильные стороны, проявлять их в мир, в том, что мы действительно, да, делать что-то для себя значимое, да, потому что мы все так или иначе к этому стремимся, что-то делать такое, от чего у нас вот крылья расправляются. И явно это не мытье посуды, хотя, ну, как бы это женщина не любила, да, чистоту. И часто мы просто таким образом боимся идти куда-то в нашу реализацию, да, и сливаем наш потенциал, думаем, что мы вот ни на что больше не способны. Хотя это вообще не так. Вот кто так думает, приходите ко мне. Да, я тоже рекомендую. В каждом человеке я вижу потрясающую силу и потрясающий потенциал. И вот я получаю от этого огромное удовольствие, и это прям чтобы чувствуется. показать человеку, на что он действительно способен, какая в нем сила. Как будто, знаете, вот этот, сейчас будет минутка какого-то трансерфинга, наверное, когда я вижу вот этот образ человека, да, в его наилучшей ветке реальности, да, в его проявленности, силе, когда он раскрывает свои таланты, и передаю вот его, вот это состояние человеку, да, он его в себя загружает, чувствует и как бы настраивается на вот этот вектор.
Да. Фокус внимания у него уже не на том, а в чем я недо, а в чем я там вот опять не то или там что-то не могу, да, а в том, на силе, на сильных сторонах, на талантах, на реальных возможностях. Вот. Да, Я это прям абсолютно огромное от этого получаю удовольствие. Да, я недавно прошла у Наташи такую консультацию по матрице души, судьбы, и это действительно вот посмотреть на себя в таком объеме, увидеть всю вот эту красоту, которая есть, с которой ты пришел в этот мир. И у меня, правда, у меня откинулись какие-то вот эти, отвалились вот эти вот все какие-то затыки, а может быть, я еще не готова, а может быть, все. Вот как будто это была последняя вот такая капля, я просто сейчас делаю. Вот, блин, как это круто. Я Спасибо очень тебе. благодарю, Наташа, тебе. И очень это ценно, что ты сейчас говоришь. Спасибо. Вот. Для меня это важно. Это правда так. И Наташа действительно, когда с ней взаимодействуешь, она тебе рассказывает вот с такими горящими глазами, с влюбленными, с какими-то вот с восхищающимися. И это действительно вот как откровение какое-то, что, Боже, я вот такая. И это искренне очень всегда. И это дорого стоит. Вот. Увидеть себя в этой картинке. И действительно, это не так, что ты такой вообще ничего из того, что ты говоришь, да, такой, как будто не про меня. Нет, ты понимаешь, что это действительно про тебя. Ты это чувствовал, но потом вот это недо, оно как-то прибивало вот то хорошее, что ты о себе понимал. Вот. А тут ты понимаешь, что вообще происходило и с каким потенциалом ты сюда пришел, с какими способностями, талантами, предназначением, миссией, да, такой вот масштабной на жизнь. Вот. И у тебя сердце, душа откликается на это, ты понимаешь, что вот она правда, это истина. Классно, Тая. Я вообще прям кайфую. Сейчас ты рассказываешь, и я понимаю, что вот это то состояние, которое я хочу, чтобы у человека было. Это взаимодействие со мной. Не я одна же так говорю. Спасибо. Поэтому вот. И я за то, чтобы мы шли за собой, да, отклеивали от себя вот эти установки, какой должна быть женщина, вот все то, что мы проговорили, да, и шли в сторону того, да, по шажочку, по маленькому, за собой, за тем, от чего у нас вырастают крылья, верили в себя, в свою силу, потому что в каждом человеке она есть, в каждом огромный потенциал. Абсолютно. И мощнейшие таланты. Просто мы часто считаем, что, это обычно. Что, не все так могут, что ли? Да, какая-то фигня. А на самом деле нет. На самом деле точно нет. Да, потому что каждый из нас сюда пришел зачем-то. И опять-таки вернемся, да, так чуть-чуть к женщинам. У нас часто вот этот перекос идет в сторону. Ну, раз я мама, я должна очень много давать детям, избыточно много. Я должна быть потом мамой уже и для мужа. Короче, такая вот мама, она захватывает вообще всю жизнь. То есть я вот эта наседка, я уже мама своим родителям, я уже мама вообще. Уже там мужу шарфик завязываю, да, кормлю. Да, ну это постоянно. Это, знаешь, если вывесить сильно, то. Но все равно. Вот эта вот идея о том, что мне нужно быть приставкой к кому-то, а это ведь почему идет такая удушающая уже любовь, да, вот эта вот гиперопека, гиперзабота, суперконтроль. Это про то, что мне хочется своего, но я свое не реализую. И я начинаю вот другим человеком жить свою жизнь. Как это офигенно, у меня прям мурашки побежали. Вот это, прикинь, и это действительно так обидно, с точки зрения вашей души, да, которая пришла сюда реализовывать себя, а она вынуждена просто заткнуться, и смотреть на то, как вы пытаетесь там другими людьми управлять и создавать им что-то хорошее, условно, хотя это таким не является. При этом мы все равно должны, круто нам ориентироваться на наши чувства, на то, что мы чувствуем. И для кого-то реализация в материнстве, она прекрасна. Да? Конечно. Вообще, вот... Да. Не о том речь, что... вообще не о том. Да. А ориентируемся просто на наши чувства. Да. Чем больше
мы это делаем, тем наша женщина будет раскрываться с разных граней. Ориентир на внутреннее состояние. Да. Если мое внутреннее состояние не зависит от того, там, как поел, высморкался там, или что-то еще сделал мой ребенок, а просто это отдельный человек, я его очень люблю, я чувствую, что это мое как будто такое призвание, да, я очень наслаждаюсь в этом материнстве, но я при этом не вот так вот не хожу, как полицейский, да, за ним и вот так вот не слежу, все, что он делает, не контролирую и так далее, и не впадаю потом в какие-то ужасные состояния от того, что что-то с ним там случилось, или он там не хочет следовать вашим каким-то напутствиям, вот, то все как надо, вот, в общем. Хотела посмотреть, сколько времени. Да, но я думаю, не могу это сделать. Да, в общем, если подытожить то, что мы сказали, вы сюда пришли не быть чьей-то подставкой, каким-то там посредником, помощником, который что-то для кого-то должен сделать. Вы сюда пришли для себя. И ваша задача — это раскрыть, почувствовать. И раз уж ваша душа выбрала в этой жизни воплотиться женщиной, то ключ к радости и удовольствиям у вас лежит через женское. Вот. Да. Через раскрытие, да, иначе бы мы могли быть там, не знаю, мужчинами. Вот, Да. И там было бы что-то вот более, другая какая-то энергия. А вот в женской энергии это колоссальная энергия вообще на самом-то деле. И если вы ее почувствуете, а ее можно почувствовать, нет универсального, да, для одного это одно, для другого другое. Когда вы нащупаете свое, и поймете, что вот вы живете, ваша женщина, вот это вот, она реализуется, то с этим можно только поздравить. Да, поэтому вот подытожив, что вот тот образ, который мы собирали, то состояние, которым мы хотим наполнить, вот это слово «женщина», это не просто слово, да, а образ. Да. Образ, состояние, концепт, я не знаю, как угодно. Потому что когда какое-то слово, да, у нас автоматически ассоциация возникает. Что мы туда добавляем? Каждый можете добавить что-то свое. Что я добавляю? Это доверять себе и миру. Это проявлять свою силу, проявлять свою слабость, когда этого хочется, идти за своими чувствами, быть расслабленной, учиться быть довольной, учиться знать, что приносит мне удовольствие, и давать себе это. Да, это исчерпывающе. Вот. И как-то раскрывать себя в разных гранях. Да? Я женщина, я мама, я кто там еще? Жена. Я там работаю кем-то, да, какая-то профессиональная роль. Да. Тоже. Не лишать себя разных проявлений, разных граней, да? Исследовать свои возможности вот туда, куда сердце ведет. Да? И собирать вот эти пазлы, а какая я женщина там, как там где-то, да, как какой-нибудь сотрудник, или как мама, или как и так далее. Да. И вот обогащать свой опыт. Да, не ограничивать и не вваливаться в что-то одно. Вот. Жить вот такой полной, счастливой, радостной жизнью. Потому что действительно, если вот так начать смотреть, да, на свою жизнь, все можно изменить просто до неузнаваемости к лучшему. Вот, это в ваших руках абсолютно. Нет никаких вот этих внешних сил, которые запретили бы вам это. Вот. А если есть какие-то с этим сложности, с какими-то моментами, да, то жизнь прекрасна, да, жизнь прекрасна. Да, то все можно решить. И сейчас очень много для этого инструментов. Можно прийти на терапию к Тае и сократить время, да, на то, чтобы вот разбираться с чем-то, копаться. Вот. Человек может помочь очень да, быстро, чем жить глубоко, в травматике, можно с ней разобраться и жить уже не в травматике, уже совсем с другим. Или к Наташе. Или к Наташе за вот этим вот видением себя, за полным, да, за пониманием, как мне, да, открыть эту дверцу с наслаждениями, с радостью, с какими-то своими уникальными сторонами меня, да, личности. Вот. И, в общем, Наташа сама скажет, что еще важного. Да, спасибо. И спасибо всем, кто нас сейчас посмотрел, за ваши вопросы, за ваши комментарии. И кто нас еще посмотрит. Вот.
мы возобновим Да, наши видео, потому нам что, хочется. это в кайф. Да, это реально это по любви. прям, да, по любви и большое удовольствие вот так поговорить с вами и друг с другом, да, какие-то темы пораскрывать. И то, что рождается в процессе этого, прям это очень сильно бывает прям осознание. Да. У меня вот сегодня так и случилось. у меня вот эта тема, она как будто вот такая целостная сейчас. То есть если до этого, ну тут я узнаю, а тут мы собрали это воедино, Наташины прекрасные знания, да, вот эти вот пазлики мои, и вот она общая картинка, которая, ну прям вот как бальзам. Спасибо большое за сердечки, прям очень приятно, что вы нас посмотрели. Пишите вопросы какие-то, если есть, предлагайте темы, на которые вы хотели бы поучаствовать сами, да, поразбирать какие-то ваши ситуации, например, с точки зрения матрицы души и психологии, ну и вот этого комплекса. Интересно, прям диалог. Да? Очень. А может, мы кого-то будем прям разбирать в прямом эфире. Мы на эту тему поисследуем. А может, матрицу поразбираем в эфире, как в разрезе какого-нибудь вопроса. Да? Давайте. Это супер интересная тема. Это полет творчества, познания и глубины. Вот. Да. Пойдем за тем, от чего у нас крылья. Да, вот мы тоже, это же тоже про нас как женщин. Нам от этого хорошо. Спасибо еще раз. Да. Так, сейчас я хочу сохранить эфир. Да, вот, чтобы он остался, и мы его посмотрели. Потом еще в записи. Вот завершить. Да. А нам надо, чтобы его скачать. Как нам его скачать? Завершить, а потом